Всем привет, друзья! Вместе с этим видео одновременно на канале вышел и другой ролик, только там мы уже обсуждаем 10 вещей, в чем iOS лучше Android в 2019 году. Ссылка на него есть в описании. Если же вы перешли с того ролика на этот, то переходите вот по этому тайм-коду, потому что вступления у них одинаковые. iOS и Android сегодня, пожалуй, ни для кого не секрет, самые популярные мобильные операционные системы в мире. И достойных альтернатив, либо конкурентов для них попросту нет. А ведь на самом деле мобильных операционных систем было не так уж и мало, и некоторые из них даже до сих пор существуют. Например, Symbian, Windows Mobile, Ubuntu Touch, FireOS, SelfishOS, PalmOS, BlackBerryOS и еще много чего есть на конце. Все это операционные системы, и некоторые из них вы, может быть, даже до сих пор помните. И вот когда в мире осталось, по сути, только две доминирующих операционных системы, то есть iOS или Android, я решил сделать некий топ тех вещей, в чем та или другая операционная система лучше другой. И в будущем, скорее всего, каждый из них позаимствует эти фишки у конкурента. Ведь ни для кого не секрет, что iOS и Android каждый год становятся все ближе и ближе похожи друг на друга. Стоит отметить, что мы сравниваем iOS только с чистым Android, то есть ни MIUI, ни Flyme, это разные блочки, только чистый Android и iOS. Надеюсь, это понятно. Давайте начинать. Первое, с чего бы хотелось начать, так это то, как реализован магазин приложений, книг, музыки и фильмов в App Store и Play Market. Для начала давайте посмотрим на то, как позиционируется App Store в iOS. На главном экране нас встречает раздел «Сегодня», где правда есть неплохие рекомендации и статьи по поводу интересных приложений. Дальше идут игры, где все раскинуто по каким-то непонятным категориям, где гонки или казуальные игры. Зачем мне знать то, во что играют редакторы App Store? Ах, да, мне нужно прокрутить страницу до самого конца, посмотреть топ платных или бесплатных, а только потом в очень понятном разделе «Все игры» выбрать категорию, которую я хочу найти. Что сказать, очень удобно. Ну ладно, а что по поводу обычных приложений? Снова мне рекомендуют какие-то приложения, которые мне сейчас не особо-то и нужны. Где поиск по категориям или топы? Снова нужно где-то посередине или вообще в конце искать. Навигация супер в кавычках, конечно же. А что по поводу фильмов, музыки или книг? Все располагается по отдельным тематическим приложениям iTunes, Apple Music или книги соответственно. Если по поводу фильмов и музыки вопросов мало, достаточно все удобно, то посмотрите на магазин книг. Apple хочет сказать, что все книги мира делятся только на художественную литературу и non-fiction, в каждом из которых еще по 3 категории. Браво, сортировка гениальная. Что в итоге? У каждого раздела, будь то приложение, книги или музыка, существует свой отдельный магазин, что на самом деле не очень-то и удобно. Да к тому же они еще и все разного качества, где-то лучше, а где-то хуже. К тому же в App Store от меня хотят, чтобы я скачал продвигаемое приложение, а не то, что мне нужно найти в данный момент времени. Теперь давайте для контраста посмотрим на Play Market. Во-первых, магазин логично поделен на основные разделы с приложениями, играми, фильмами, книгами и музыкой. В каждом разделе есть свои логичные и легкодоступные категории с рекомендациями, лидерами, разделениями на подкатегории, чтобы я смог быстро найти тот пласт приложений или контента, который мне нужен сейчас. В лидерах, кстати, также есть разные деления не только на топы платных и бесплатных, но и на самых кассовых за все время и только набирающих популярность. Если же для вас так важны рекомендации от редакторов, то здесь тоже есть свой выбор редакции, где также написано, почему то или иное приложение заслуживает вашего внимания. В Play Market все находится в одном месте, очень удобно расположено. Не нужно бегать по разным приложениям и еще пытаться найти то, что тебе нужно. Надеюсь, я показал разницу на контрасте между App Store с его мини-аналогами и Play Market. Для меня всегда было удивительным, что App Store преподносит как эталон, хотя на самом деле он не самый удобный и логичный. Видимо, те, кто это делает, в Play Market никогда и не заходили или делали это очень давно. Второй пункт, можно сказать, что это два в одном, картинка в картинке и разделение экрана. Многие могут сказать, что картинка в картинке на маленьком экране фигня, но очень часто, когда мы смотрим видео, например, хочется параллельно еще что-то поделать, написать какие-то заметки, посмотреть фотографии или новости. Картинка в картинке подходит как ни кстати. Разделение экрана также многие критикуют, типа куда на маленьком экране диагонали разделения экрана, но почему бы и нет? Если вам дается возможность, то можно пользоваться. Лично мне очень часто помогает разделение экрана, когда можно смотреть видео на YouTube и параллельно отслеживать секундомер. У каждого могут быть свои сценарии. А говорить, что это неудобно, когда у тебя этого нет, либо ты этим не пользуешься, ну такое себе. Третье – файловая система. Кто только не ругал Apple за то, что в iOS закрытая файловая система и вы не можете скинуть фильмы либо музыку на iPhone. В одной из последних версий iOS Apple добавили приложение файлы, но лучше от этого на самом деле не стало, хотя на самом деле в App Store есть более мощные аналоги, с помощью которых можно даже видео из YouTube в 2 клика скачать на iPhone
iPhone или iPad. Что касается Android, то здесь все по аналогии с компьютерами, где есть нормальный файловый менеджер. Если вам приходится по работе или учебе много взаимодействовать с файлами и перекидывать их между устройствами, то с Android у вас точно не будет никаких проблем. Четвертое — облачное хранилище. Apple — одна из самых богатых корпораций в мире, которая продает свои смартфоны с такой наценкой, которая не снилась ни одному производителю смартфонов. И эта компания дает своим пользователям только 5 бесплатных гигабайт хранилища на iCloud, желобы самые настоящие. И все, что самое удивительное, это хавают. Этого вообще недостаточно, тем более, что большая часть iCloud у большинства забита резервными копиями. У Google же вы на каждый аккаунт получаете мало того, что по 15 гигабайт бесплатного хранилища на Google Drive, так еще и безлимитное хранилище для фотографий с небольшим сжатием и резервных копий по стандарту. У Apple на самом деле всегда были какие-то проблемы с облаком, если вы хоть немножко знакомы с историей компании, и как мне кажется, они уже не в состоянии достигнуть того уровня, который задала Google. Пятый пункт — механизм поделиться. Лично меня всегда напрягал тот факт, что на iOS мало того, что прокрутка списка поделиться горизонтальная, пусть она и настраиваемая, но часто бывает так, что нужно поделиться контентом с абсолютно разными приложениями, и для этого нужно прокручивать карусель несколько раз, если нужное приложение находится в конце. Это очень неудобно. Сейчас на Android 9 вы видите все возможные варианты сразу, но в Android 10, к сожалению, будет такая же реализация. В Google Фото и картах уже реализовали подобный горизонтальный интерфейс меню поделиться, что немного печалит. Старая была, как по мне, намного лучше. Но это не главное. На Android вы можете сразу отправить фотографию, например, в ленту Instagram, историю или Директ. А может быть, вы хотите отредактировать фотографию Snapseed? Нет проблем, 2 клика и вы уже в редакторе. На iOS же нет разных вариантов поделиться через одно приложение. Либо некоторых приложений вовсе нет, тот же Snapseed. Нужно либо заходить в приложение и искать фотографию в галерее там, либо копировать и вставлять. В общем, не так удобно, как через механизм поделиться. Шестой пункт, пожалуй, самый раздражающий лично для меня, по крайней мере, так это то, что когда вы меняете язык с русского на английский или наоборот, вы обязательно проходите через эмоджи, потому что эмоджи реализованы как отдельная клавиатура. В чем проблема сделать отдельную кнопку для их вызова? Тем более, что на айфонах, начиная с 10-й версии, клавиатура немного поднята. Так запихните кнопку вызова эмоджи туда, теряешь по полсекунды каждый раз, когда меняешь язык с английского на русский и обратно. Конечно, решить проблему с эмоджи можно заменой родной клавиатуры сторонней, но как показывает практика, родная все равно лучше в плане печати на iOS. В Android же в абсолютно любой клавиатуре, родной или сторонней, эмоджи будут вызываться отдельной клавишей, что намного удобнее того, как это реализовано в iOS. Седьмой пункт. Многие говорят, что закрытость iOS это большой плюс, и во многих моментах, конечно, да. Тем не менее, можно ли на iOS установить старую версию приложения, которая вам нравится больше, чем новая, или же установить более новую версию приложения, но которая по каким-то причинам еще недоступна в вашей стране, а регистрировать новый аккаунт для iCloud вы, конечно же, не хотите? Нет, нельзя. На Android же вы можете скачать специальный файл типа APK и установить практически любое приложение на ваш смартфон. И этот плюс даже не про пиратство, как многие могли подумать. Иногда реально случаются такие ситуации, когда нужно установить какое-то приложение, а оно по каким-то причинам недоступно в Play Market. Есть даже специальные тематические сайты, где хранятся APK файлы практически для всех приложений. Лично я рекомендую сайт APK Mirror. Восьмой пункт в этом видео, и это на самом деле одна из самых странных вещей, которые существуют в этом топе, почему на iOS звонок до сих пор перекрывает полностью весь интерфейс смартфона. Об этом говорили очень многие, и конечно же все надеются, что в iOS 13 эту фичу в кавычках наконец-то поправят, и звонок будет высвечиваться в виде уведомления, когда вы пользуетесь телефоном. На Android, конечно же, такой фигни нет. Если вы делаете что-то очень важное на телефоне и никак нельзя, чтобы вам что-то помешало в тот момент, звонок не выскочит на весь экран, а появится в виде уведомления. Смахивайте быстро и все. Девятый пункт касается кастомизации. Многие говорят то, что на iOS по большей части нельзя изменить главный экран смартфона, это почему-то хорошо. Иконки обязательно должны идти сверху вниз. Виджеты обязательно должны располагаться только на экране слева от главного экрана. У всех все должно быть одинаково. Вообще радуйтесь, что хоть обои-то можно менять. Android же в свою очередь всегда славился своей свободой. Хочешь, чтобы иконки располагались на рабочем столе так или эдак? Пожалуйста. Не нравится внешний вид рабочего стола? Поменяй лаунчер. Не нравятся иконки приложений? Установи другие. Вас никто ни в чем не ограничивает. В этом на самом деле и заключается прелесть Android по сравнению с iOS. Ведь мобильное устройство это то, с чем мы сегодня проводим большую часть своего времени. И в чем смысл, когда оно у всех практически одинаковое? Устройство должно быть персональным. Финальный 10-й пункт. На последнее место вообще у меня было несколько претендентов, но я решил остановиться на управлении звуком. Мало того, что когда вы меняете звук, у вас вылезает окно с регулировкой громкости на пол экрана на iOS, но вы еще и ограничены в настройке.
Основная регулировка звука отвечает только за звонки и уведомления, очередная ограниченность iOS. На Android, во-первых, ползунок громкости элегантно появляется на небольшом участке экрана, что не мешает просмотру видео, например, но вы также можете отдельно регулировать громкость мультимедии, звонка, уведомлений и будильника, что в свою очередь очень удобно. Вы все можете настроить в любое время и отдельно каждый элемент. Вот таким вот получился некий топ того, что лично я считаю в iOS хуже по сравнению с Android. Я хоть являюсь постоянным пользователем Android, а конкретно Google Pixel 2, тем не менее я хочу, чтобы iOS тоже становилась лучше как система. Почему нет? В чем смысл слепо хейтить iOS, если у вас Android, или наоборот? Нужно, кстати, помнить, что именно iOS, а тогда она еще называлась iPhone OS, заложила основу Touch интерфейса и всего того, чем мы с вами пользуемся по сей день. Напоминаю, что одновременно с этим видео на канале вышел другой ролик, только там мы уже обсуждаем 10 пунктов того, в чем iOS лучше Android. Ссылка на него будет где-то в описании, либо появится сейчас вот в правом верхнем углу. Также не забывайте ставить пальцы вверх, если это видео вам понравилось. Ну а у меня на этом все. Всем удачи, всем пока.